Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с ситуацией, что происходит в Армении и Азербайджане. Вот, армянское издательство публиковало статью. США нужно, чтобы Карабах был признан частью Азербайджана. В общем, американцы будут добиваться, чтобы Карабах был частью Азербайджана. Вот что здесь пишут, я сейчас ознакомлюсь с этой темой. США нужно, чтобы Карабах был признан частью Азербайджана, потому что в этом случае российские миротворцы на следующем этапе покинут регион. И тогда присутствие здесь российской военной базы станет бессмысленным. Об этом заявил политолог Степан Данилян в ходе дискуссии на тему влияния происходящих в мире процессов на Армению. Говоря о западной и российской моделях урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Следовательно, регион выходит из-под контроля России и Ирана. В российской версии говорится, что вопрос Карабаха нужно оставить на будущее, чтобы миротворцы оставались там в Карабахе, сказал он. Один из участников дискуссии, доктор политических наук Артур Хачикян, напомнил, что госсекретарь США Антони Блинкен призвал премьер-министра Никола Пашиняна сохранить темп переговоров. Во-первых, это призыв к тому, чтобы так называемое мирное соглашение было подписано по западному, а не по российскому варианту. Во-вторых, несколько дней назад представитель Армении сменил тон и достаточно резко ответил на угрозы Алиева, заявив о перспективе геноцида в Карабахе и восстановлении территориальной целостности Армении. Другими словами, позиция Армении стала более смелой. Послание Блинкена заключалось в том, что этими вопросами не следует заниматься. Нужно подписать мирное соглашение. И никакой реакции на опасность этнических чисток геноцида не было. То есть она не замечена Западом. Политический аналитик Киверян отметил, что в последнее время Никол Пашинян делает какие-то развороты от моделей, лежащих на столе, к российской модели. А тут ему четко объясняют, что надо продолжать в другом направлении. Но все правильно, они говорят, что американцы добиваются, чтобы быстрее Карабах был частью Азербайджана, тогда отсюда придется вывести российских миротворцев, после этого выведут базу из Гюмри и освободят для американцев, как сказать, территорию. Думаю, американцы даже сами сюда планируют, может, здесь базу поставить. А Пашинян заортачился и все, говорит, мы сейчас с Путиным, Путин нам поможет, Путин с нами, в общем, все, конкретно лег под Путина. И вот еще такие новости. Армения противоречит политике США в регионе самим своим существованием. В общем, сама Армения американцам не нужна. Она мешается только. Понимаете, Америка настроена уничтожить Иран всеми способами экономическими. И я думаю, может быть, и атакует потом, если бы базы здесь свои сделала, она просто бы уничтожила Иран. Перекрыла бы кислород ей доступ, через это пути вот идут в Россию, торговлю перекрыла бы Иран, в общем, заблокировала. А Армения сейчас начала артачиться, вернее, Пашинян. И вот здесь что пишут. Помощник госсекретаря США по делам Евразии Карен Донфрид открытым текстом заявила, что главная цель Америки Иран. Ну да, американцы считают, что они тут гегемон в мире, что они Иран этот все равно по-любому уничтожит. Вторая цель – не допустить формирования российско-иранского альянса. Да, они против, чтобы Россия сотрудничала с Ираном, это неприемлемо. И коммуникации в этом регионе. Об этом заявил политолог Кирверян в ходе дискуссии, да, вот как раз. И теперь, что, как сказать, надо доказывать помощь Азербайджану, решили в США. И эта помощь будет соответствовать интересам национальной безопасности США. Невооруженным глазом видно, что в результате последних развитий Россия оказалась в таком положении, что ей нужны новые дороги. В частности, через этот регион в Индию. России везде нужны дороги, и в Иран нужны дороги через Армению. У России есть два пути добраться до Индии через Иран. Один через Армению, другой через Азербайджан. США прямым текстом говорят, что не допустят этих сообщений, поэтому они поддерживают Азербайджан. Круг вокруг Ирана сужается.
Кольцо сжимается, да, Иран хотят заблокировать. Это приведет к новым событиям. Запад пытается использовать страны региона в своих интересах, в том числе и против Ирана и России. Все правильно, говорю, американцы настроены сейчас уничтожить там, и можно сказать, и Иран, и Россию экономически. В общем, такая политика США везде, разделяй властвуй, везде поставить свои базы и диктовать свои условия. В общем, вот, и Армении сейчас будет не сладко, если они выведут российские отсюда базы, и сюда американцы, как сказать, залезут, тогда здесь будет что-то там очень горячо, я скажу, в Армении, потому что где появляется США, там все время войны начинаются. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.